Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать результаты укоренения замиокулькаса. Именно варигатного замиокулькаса мы с вами укореняли 15 января этого года, и прошло ровно 2 месяца. Ну, собственно, какие результаты мы имеем за 2 месяца. Смотрите, появились детки, то есть спустя 2 месяца мы уже можем видеть о том, что растения хорошо укоренились и начали появляться, уже выходить детки. Итак, помните, 15 января у меня есть видео на канале о том, как мы срезали ветки, срезали листики и укореняли в 2 вида посадки. Это был вермикулит, мы укореняли в вермикулит и укореняли в воде. То есть была такая вода, в которой мы добавили удобрение, и в вермикулит мы добавили удобрение. Вот, и эти 2 результата показали, что в вермикулите растения очень хорошо росли, а в воде никак слабенько, то есть 2 раза разница была. В вермикулите быстрее, в воде медленнее развивается. Тем более варигатный замиокулькас, он капризный и просто так вот быстро не укореняется, как классический. 2 листа мы еще потеряли, но у нас есть клубни. Почему они теряются, листья? Во время укоренения бывает травма, и листик погибает. Ну, это такое бывает, и, собственно, если не бывает травмы, смотрите, вот видите, тоже появились детки. Так, мы в эту посадку, то есть в вермикулит, мы добавляли удобрения. Было 2 вида удобрений. Это где много фосфора, то есть удобрение с формулой 13, 40, 13, где 13 азота, 40 фосфора и 13 калия. То есть упор мы делали на фосфор. Чем больше фосфора, тем лучше растет корневая система. Также мы добавили туда аминокислоты. Добавляли мы с вами аминосил, там более 40 аминокислот, как мы уже доказали, с аминосилом, даже не аминосилом, а то, что аминокислоты, они увеличивают рост корневой системы, то есть способствуют ускорению образования корней. Ну и мы добавили 2 удобрения, как говорится, фосфор плюс аминокислоты. Ну и немного азота присутствует. Азот, он влияет на выход вот этих деток. Имейте это в виду. Если вермикулита у вас нет, вы можете то есть за место вермикулита использовать торф. Но торф обязательно должен быть раскислен, то есть он должен иметь нейтральную среду. И тогда вы можете укоренять. Это для тех, у кого нет вермикулита, или вы считаете, что он дорогой. Хотя я думаю, что пакетик 2 литра, он сейчас стоит где-то 60 рублей. То есть я считаю, что это недорого. Но результат очень хороший. Смотрите, 2 месяца, и у нас начался выход деток. Благодаря вермикулиту, благодаря удобрениям. Также я хочу отметить, что мои листики стояли на полке. Я замерила, там плюс 30 градусов на этой полке. Вообще полка у меня не подогревается, она греется за счет ламп, которые расположены на нижней полке. То есть вот такой вот подогрев одновременно. И там стоят 2 лампы на 18 ватт. Полного спектра розовое свечение. Но я думаю, тут свечение не играет никакой роли. Можно взять любые лампы, любую подсветку, которая обеспечивает свет, тепло, свет, влажность и удобрение. И будет такой же эффект. Если у вас дома холодно, можно использовать теплые коврики. Итак, я сегодня решила пересадить свои листики в новую посадку, потому что, как я уже говорила, у меня дома жарко, и вермикулит очень быстро пересыхает, буквально за 2 дня, и листики начали скукоживаться, то есть подсыхать. Мне надо создать высокую влажность. И сначала мы будем делать удобрения. Я решила попробовать что-то новое. Добавила кристаллон 13-40, 13, где 13 азота, 40 фосфора, 13 калия, и добавила мегафол.
Мегафол — это стимулятор роста, он содержит в себе аминокислоты, витамины, питательные вещества, ну, в общем, стимулирующие вещества, которые влияют именно на рост корневой системы. Пахнет он как, я даже не знаю, как соевый соус. Запах у него такой интересный. Кстати, надо как-нибудь попробовать, найти соевый соус и попробовать, ну, какой вот у него эффект. Вообще, что у него в составе. Я взяла вермикулит, пролила. Проливаем до такой степени, чтобы он был влажный, но когда его нажимаете на него, чтобы вода не капала. То есть не застаивалась вода. То есть если у вас капает, когда вы отжимаете вермикулит, это значит, что вы переборщили воду. Поэтому добавьте еще вермикулита, и пусть равномерно распределится. Так, я решила пересадить в стаканчики. Взяла стаканчики на 100 мл. И буду накладывать вермикулит влажный, вставлять листики и ставить зип-пакет. В такой конструкции я уже укореняла. Я вам показывала год назад. Она рабочая схема, то есть 100% работает. Единственный плюс этой системы в том, что месяц вы можете эти растения не поливать, и они при этом очень хорошо развиваются. Сразу скажу, что в прошлом году мы не тестировали вермикулит, мы так укореняли в торфе, торф верховой нейтральный, и результаты были очень хорошие. То есть то же самое вы делаете, только с торфом. А эффект будет такой же, то есть накладывайте, смотрите, накладывайте грунт, в данном случае тут вермикулит, вставляете листики, а также можно укоренять, то есть не только вот пересаживать уже готовые растения, да, с клубнем, также можно укоренять эти листики, эффект будет такой же. То есть это рабочая 100% схема, вы можете посмотреть видео на моем канале за год назад я снимала такие видео. Да, они неказистые, да, первое мое видео, но тем не менее там понятно, как это все работает. То есть вот так вот. И ставите в zip-пакет. А zip-пакеты я показывала, они 10 на 15 сантиметров. Самый такой удачный вариант, когда проходят такие вот стаканчики. Стаканчики я покупала в УПАК-центре, там, где продают одноразовую посуду, да и всякую мелочь. Для садовода это прям очень, кстати, удобно. Вот я рассадила, я их посчитала. У меня получилось ровно 89 стаканчиков. Я думала меньше. Вообще, видите, у меня был контейнер, он был небольшой. А когда я их рассадила, их стало очень много. То есть у меня стало таких 3 контейнера. Был 1, стало 3. То есть, видите, когда мы выращиваем замиокулькас, оптовая посадка, они в тесноте плохо растут. Клубни медленно развиваются, и их надо рассадить. Чем больше пространства, тем больше вырастает клубень. И теперь месяц я ставлю в теплое место под лампой, и уже целый месяц я не поливаю. Вот тут Гоша пришел, он помогает. Тут у меня постоянно видео спрашивают, что за порода. Это Мэйкун, это Гоша. Он весит 8 килограмм. Есть еще Ваня, он рыжий, но он не любит сниматься, он редко приходит, редкое явление, когда его можно заснять. А Гоша, он вот активно всегда, он очень, кстати, активный, постоянно вот скачет, бегает и всегда помогает. За ним надо вот следить, чтобы он в грунт там не написал, чтобы еще что-нибудь не сделал. Он любит растения таскать, он любит по растениям лежать, он любит в горшке покопаться. Ну, в общем, очень активный кот, в отличие от Вани, он прям очень активный. Ну и затем мы ставим под лампу. Вот смотрите, у меня тут поместились замиокулькасы, тут у меня еще зензи стоит, а я не буду его рассаживать, потому что, там уже большие клубни, там ростки большие. Вообще этот стеллаж у меня небольшой, он у меня 2 метра в высоту, в ширину 70 сантиметров, 70 на 30. Тут вот у меня орхидейки, видите, там вот капиллярный мат лежит, и я туда воду наливаю, чтобы создать влажность. Там очень сухо, очень жарко, и растения, листики часто желтеют. Но вот замиокулькасу нравится, что там температура плюс 30. Там самая высокая температура в этом стеллаже. Надо вот убрать. Ну и вот помните, моя оптовая посадка. Тут у меня в основном раван. Черный замиокулькас. Там под ним ламп нету, поэтому полка не нагревается, там прохладнее.
плюс низ, там прохладнее, поэтому Замиокулькас немного лучше чувствует, там вермикулит не так быстро пересыхает. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.